Здравствуйте, меня зовут Семен Соколин, я врач-мануальный терапевт, исследователь и популяризатор модели фасциальных дисторсий доктора Стивена Филиппа Типальдеса. Перед тем, как продолжить рассказ о модели фасциальных дисторсий и мануальной терапии по Типальдесу, для большей ясности считаю принципиально важным и, безусловно, необходимым четко определить термины и основные базовые понятия контекста. Сделать это я вижу возможность через возвращение к истокам, то есть к их происхождению. Мой обзор ни в коем случае не претендует на полный. Его единственной целью является обозначить узловые моменты становления медицинской науки и интеграции в нее мануальной терапии и продемонстрировать предпосылки, которые легли в основу концепции модели фасциальных дисторсий доктора Стивена Типальдеса, которую он считал ее медицинской науки частью, если не сказать основу. Итак, наука как понятие, а не термин, вероятно, появилась в Древней Греции. Научный подход, в отличие от религиозного и магического, рассматривает все сущее не как творение непостижимой силы или непостижимых сил, с которыми при этом возможно договориться, а как совокупность естественных закономерностей. Большую часть существования научного подхода, практически до начала 20 века, его адептов не было понимания механизмов, определяющих поддержание жизни во плоти. Соответственно, весь указанный период научный подход существовал и развивался в рамках религиозного догмата, приняв витализм за основу естественных наук. Вероятно, первой научной дисциплиной, из которой сформировались все остальные, является философия, определяемая как познание и систематизация. Таким образом, совершенно очевидно, почему первым врачом принято считать древнегреческого философа Гиппократа. Трактаты по медицине, приписываемые его авторству его учеников, содержат самые ранние упоминания о рациональных причинах болезни. Из них нам известно О применяемых ими средствах фармакотерапии, проводимых оперативных вмешательствах, приемах мануального лечения, рекомендациях о лечебной физкультуре, бальному лечению, диетотерапии и прочее, а также правила деонтологии и медицинской этики. Сведения из текстов Гиппократа, а также некоторых его предшественников и последователей легли в основу работ другого древнегреческого философа и врача Клавдия Галена, трудившегося в Риме во II веке нашей эры. Гален развил и дополнил учение своих предшественников по всем направлениям, включая физическую реабилитацию. Написанные им тексты оставались основным источником знаний по медицине на Западе и на Востоке вплоть до конца Средневековья. В начале Средних веков компетенция врачей, образованных людей, сузилась до терапевтической практики. Согласно Гиппократу Галену, она заключалась в уравновешивании гуморов путем кровопускания, применения средств, провоцирующих рвоту, диарею, стимулирующих мочеиспускание и потоотделение. Гуморальная теория. Гуморы – 4 основные жидкие среды организма, дисбаланс которых, согласно Гиппократу и Галену, является причиной любого недуга. Оставалась основной научной концепцией до середины XVI века, когда ее сначала оспорили ятрохимики, одним из самых ярких представителей которых был Парацельс, а затем в 17 веке заменил нозологический подход, разработанный Сиденгамом. Хирургия же и костоправство в Европе стали частью работы цирюльников, а в Азии банщиков, людей неграмотных, перенимавших умения в процессе наблюдения за мастером. В XVI веке на фоне снятия жесткого религиозного запрета на вскрытие тел умерших людей с целью изучения внутренней структуры человеческого тела, распространенная практически повсеместно примерно со II века до нашей эры, хирургия требовала от практикующих ее академической подготовки, близкой к врачебной. Акцент компетенции хирургов-цирюльников сместился, и костоправство стало отдельной формой народной медицины. В XVI-XVII веках в Британии возникли, со временем получившие известность далеко за ее пределами, династии костоправов Тейлор и Мэтью, а также переехавшие в Америку свит, сохранявших и совершенствовавших искусство вправления костей из поколения в поколение на протяжении нескольких веков. Несмотря на маргинализацию физической терапии в некоторых книгах, написанных выдающимися хирургами-цирюльниками позднего Ренессанса, такими как
Гвидо Гвиди, Бруазо Паре повторяется описание мануальных техник из работ врачей античного периода, переведенных ими с греческого на латынь. В 1543 году в книге «Основы хирургии в 5 томах» Жан Таго, насколько сейчас известно, впервые в медицинской литературе употребил латинский термин сублюксацию, пояснив, что он тождественным древнегреческому паратрема – подвывих. Популярность оставшегося за рамками научного подхода мануального лечения, более дешевого, но при этом в целом ряде случаев более эффективного и безопасного, чем терапевтическое, согласно учению Парацельса, врачами позднего средневековья и нового времени, в качестве лечения пациентам часто предписывались высокотоксичные химические соединения. И хирургическое. Принципы асептики и антисептики были разработаны и стали внедряться в хирургическую практику только во второй половине XIX века, как и применение во время инвазивных процедур наркоза. Не оставляли врачей и хирургов-цирюльников Британии, отрицавших ее эффективность, равнодушными. Ярким примером их отношения к нему является травля через прессу потомственной костоправки Сары Мэп, к услугам которой прибегали знатные семьи Британии. Но негативное отношение к костоправству было распространено среди медиков не везде. В 1705 году во Франции хирург-цирюльник и анатом Жан-Луис Петти опубликовал работу, в 1726 году переведенную на английский язык, A Treatment of the Diseases of the Bones, который подробно описывал и обосновывал ручные и аппаратные методы лечения патологии костей и суставов. В 1746 году германец Иоганн Генрих Иеронимус защитил в Венском университете диссертацию De Luxationibus et Subluxationibus, в которой описал 6 клинических признаков подвывиха позвонка. Стоит отметить, что и сама работа, и ее автор долгое время оставались практически никому неизвестны. В 1779 году британский хирург-цирюльник сэр Персиваль Пот, ранее сам практиковавший вправление костей, описал туберкулез позвонка. Его открытие наглядно демонстрировало опасность вытяжения и других способов устранения подвывихов позвонков для больных и стало серьезным аргументом в пользу противников редукции суставов. В начале 19 века в Стокгольме учитель фехтования Пер Хенрик Линк, видимо, неосведомленный о работах сэра Персиваля Пота, разработал систему оздоровления через регулярное выполнение комплекса физических упражнений и вытяжения. В 1813 году он получил государственное финансирование и основал Королевский Центральный институт гимнастики. Выпускники этого учебного заведения, именуемые в Европе и Америке физио- или кинезиотерапевты, обладали правом на самостоятельную, независимую от врачей, терапевтическую практику. Они довольно быстро приобрели популярность среди представителей привилегированных слоев Старого и Нового Света. В первой половине 20 века в большинстве стран физиотерапевты утратили самостоятельность, их деятельность перешла под контроль со стороны врачей. Международный термин «кинезиология» был введен в 1854 году профессором Королевского Центрального института гимнастики Карлом Августом Георгием. Несмотря на то, что в течение XIX века превалирующая консервативная часть европейского медицинского сообщества все еще относилась к лечению упражнениями и мануальными приемами крайне скептически, количество врачей, осваивавших эти методы, внедрявших их в свою практику и популяризировавших их среди своих коллег, неизменно росло. В 1827 году английский врач Эдвард Харрисон, успешно практиковавший манипулятивное лечение нарушения осанки, опубликовал книгу Pathological and Practical Observations of Spinal Diseases. Патологическое и практическое наблюдение за заболеваниями позвоночника. В ней он заявил о связи между подвывихом позвонка и двигательными нарушениями, висцеральной патологии, который объяснял сдавлением спинного мозга и ущемлением нервов, а также поделился своим опытом, на основании которого оспаривал некоторые общепринятые позиции сэра Пота. В 1868 году голландец Джон Георг Мейсгер, до поступления на медицинский факультет освоивший специальность физиотерапевта, получил в Лейденском университете докторскую степень, защитив 47-страничную диссертацию «Лечение растяжения голеностопа растиранием», инициировавшую признание массажа медицинской процедуры. 3 годами позже в авторитетном европейском медицинском журнале The Lancet вышла статья доктора
Худа on the so-called bone setting, its nature and results, о так называемом костоправстве, его природе и результатах, в которой автор сообщил, что обучался этой методике у опытного специалиста и лично удостоверился в том, что, несмотря на отсутствие научного обоснования, правка сустава в ряде случаев бывает более эффективной, чем любые медицинские процедуры, включая хирургическое лечение. В 1872 году доктор Худ опубликовал книгу On Bone Setting, so-called, and its relation to the treatment of joints crippled by injury, rheumatism and inflammation. О так называемом костоправстве и его применении в лечении суставов, пораженных травмами, ревматизмом, воспалением и прочее. Термин ревматизм был предложен французским врачом Гийомом де Баю в 1592 году для наименования мышечной боли и патологии суставов нетравматического генеза. В менее консервативной Америке в XIX веке случился бум новых методик восстановления и поддержания здоровья, многие из которых обосновывались лишь весьма спорными умозрительными идеями их авторов. Чтобы взять ситуацию под контроль, в 1847 году была учреждена Американская медицинская ассоциация, которая ввела стандарты оказания медицинской помощи населению, выдавала лицензии на медицинскую практику, контролировала работу врачей и преследовала тех, кто отступал от принятых в ней стандартов. Тем не менее, это не помешало Эндрю Тейлору Стилу открыть в 1892 году в Криксвилле остеопатическую школу, в которой он преподавал разработанный им метод безмедикаментозного лечения самого широкого спектра патологий мануальными, суставными и мягкотканными техниками. Тут непременно следует обратить внимание на то, что Эндрю Тейлор Стил, наличие у него полноценного медицинского образования, спорный вопрос. Особое внимание уделял изучению анатомии, хотя известно, что Эндрю Тейлор Стил в своих работах часто ссылается на пособие по анатомии Генри Грея, его и его последователей восприятие организации тела отличалось от классической визалиевской дискретной анатомии, которой, несмотря на данные, демонстрируемые прогрессивными анатомами с первой половины XIX века, например, работа Джона Гудмана 1924 года, упоминаемого в глоссарии учебно-методического пособия доктора Типальдеса, до сих пор преподается в медицинских вузах по всему миру. Несмотря на противодействие Американской медицинской ассоциации, остеопатия год от года приобретала все большую популярность, и менее чем через 100 лет активисты, созданные последователями Эндрю Тейлора Стила ассоциации, добились для ее членов прав на практику, равных правам конвенциональных врачей во всех штатах Америки. Остеопатия практически сразу вышла за границы США. Среди первых студентов Стила были доктора из Шотландии, один из которых, Джон Мартин Литлджон, вернулся в Британию и в 1917 году, после неудачной попытки интегрировать это новое терапевтическое направление в академическую медицину, основал в Лондоне частный британский колледж остеопатии. Его проект был поддержан Джеймсом Бивером Меннеллом, врачом и физиотерапевтом, который за 5 лет до возвращения Литлджона на родину организовал в больнице Святого Томаса в Лондоне первое в Британии физиотерапевтическое отделение при медицинском учреждении, на базе которого обучал лечебной гимнастике, массажу и суставным манипуляциям медицинский персонал. В 1895 году американский целитель, практиковавший магнетизм, magnetic healer Дэниел Палмер, излечил пациента от нарушения слуха, вправив ему позвонок. Уже через 2 года он учредил школу хиропрактики, в которой обучал устранению любых нарушений в работе организма через манипуляции на позвоночнике. За лечение без лицензии он провел некоторое время в тюрьме, но это не остановило ни его самого, ни его учеников. Методика Палмера, претерпев ряд изменений, со временем была легализована в Америке и некоторых других странах. Но в отличие от остеопатии, хиропракты сами не пожелали и продолжают не желать интегрироваться в конвенциональную медицину. Они продолжают свою деятельность в рамках альтернативной медицины под отдельной лицензией. И Стил, и Палмер отрицали современную им инфекционную теорию и полагали свои методы лечения актуальными
при любой болезни. Такую позицию можно объяснить тем, что в отсутствии однозначно эффективных и безопасных антибактериальных средств антибиотики стали широко известны только в 1928 году благодаря работе Александра Флеминга. Открытия Пастера и Коха имели мало пользы для практикующих докторов, а также тем, что в те времена стандартная медицинская помощь при довольно широком спектре патологии все еще оставалась для пациентов не менее опасной, чем сами заболевания и состояния, которые она была призвана устранить. Наглядной иллюстрацией этому является успех подхода американского врача Айзека Дженнингса, известного как ортопатия. Ортос – правильный, истинный, прямой, патос – страдание. да, той самой, которой доктор Типальдо спросил не путать его ортопатию, термина, образованного от ортопедии и остеопатии. Доктор Дженнингс рекомендовал своим пациентам диету, режим и гигиенические процедуры, а вместо медикаментов выдавал им плацебо из хлебных шариков. Кроме того, как я уже упоминал, в начале и практически до конца XIX века в науке и общественном мнении безраздельно господствовал витализм. Учение, согласно которому биологические процессы в живых организмах происходят под воздействием некой метафизической составляющей. Другими словами, органические вещества могут синтезироваться лишь живыми организмами благодаря некой особой жизненной силе. В разные времена и в разных культурах, называемых элехия, энергия ци, прана, душа, жизненная энергия и прочее, которая в здоровом теле свободно циркулирует, а при болезни застаивается. В 1824 году немецкий химик Фридрих Вёллер превратил неорганическое соединение цианид аммония в органическое диамид угольной кислоты, то есть мочевину. Это стало первым аргументом, предметно оспаривающим концепцию витализма. Окончательно же она была развеяна благодаря открытиям французского биохимика Пьера Бертло, сделанными им во второй половине XIX века. Вот так, собственно, прогрессивное человечество, крайне надо заметить ограниченный контингент, вошли в эру материализма. В 1895 году немецкий физик Вильгельм Рентген сделал первый рентгеновский снимок фрагмента человеческого тела. Уже в следующем году доктор Джонс и доктор Лодж стали применять рентгенографию в качестве медицинской диагностики. Этот новый метод исследования позволил хиропрактикам и врачам, практикующим мануальную терапию, наглядно продемонстрировать эффект от проводимых им воздействий, а также до начала лечения выявлять патологии, при которых они могут быть опасны для пациента. В 20 веке именно необходимость предварительного медицинского обследования больного на предмет выявления противопоказаний проведению мануального лечения стала главным аргументом докторов, оспаривающих право остеопатов и хиропрактов на практику. Одним из самых ярых лоббистов такой позиции был корифей мировой ортопедии доктор Джеймс Цириакс, ученик и преемник Джеймса Меннелла, внесший огромный вклад в разработку ортопедической диагностики, сам активно практиковавший трастовые техники в лечении нарушений работы опорно-двигательного аппарата. В 1958 году профильные медицинские сообщества 23 стран образовали Международную федерацию мануальной мышечно-скелетной медицины ФИМ, усилиями представителей которой была разработана и введена единая программа подготовки врачей-мануальных терапевтов. Среди учредителей этой новой врачебной специальности были доктора, лояльные к остеопатии. Например, Джон Меннелл, сын Джеймса Бильвера Меннелла, врач-ортопед, мануальный терапевт, профессор, автор нескольких профильных учебников. В 60-х годах он переехал из Британии в Штаты, где преподавал и вел активную научную и общественную деятельность, в частности, отстаивал право остеопатов на практику. В 1978 году, во многом благодаря его протекции, последние получили допуск к членству в ФИМ и впоследствии даже избирались на руководящие посты в этой организации.
Следует особо отметить, что к тому времени остеопатическое образование в США стало более фундаментальным и включало в себя базовые медицинские дисциплины. Одним из ключевых подвижников интеграции остеопатии в конвенциональную медицину в Британии был остеопат и врач Алан Стоддар. Среди его достижений, вероятно, наиболее значимым является смещение акцента в диагностике работы опорно-двигательного аппарата с оценки статического положения суставов на функциональный анализ движений. Написанные им работы сегодня считаются классическими учебниками по мягкотканным терапевтическим приемам, артикуляционным техникам и ХВЛА. Замечу, что остеопатия стала частью ортопедической медицины в Британии только в 2016 году. Основное место в мануальной терапии в середине 20 века заняла концепция миофасциального болевого синдрома. Триггерных точек, миофасциальных триггерных точек. Первым, кто подробно описал пальпаторно определяемые в скелетных мышцах очаги болезненности и ригидные жесткие тяжи, был немецкий врач Роберт Фрори. В статье, опубликованной им в 1843 году, он называет их мышечными мозолями. Каждый следующий за Фрорипом исследователь, столкнувшийся с подобными образованиями, присваивал им новое название. Так Адлер в 1900 году назвал их мышечный ревматизм, Уильям Говерс в 1904 фиброзитные узелки, Шейд в 19 миогелез, Ланг в 1931 триггерная точка, Гудштейн в 1938 миалгическое пятно, Келлиган в 1939 участки напряжения и Джанет Тревел в 1942 году миофасциальная триггерная точка. В качестве лечения разными авторами предлагались интенсивные воздействия на болезненный очаг кончиком большого пальца, проксимальным межфаланговым суставом указательного пальца, деревянным зондом, локтем, практиковать физические упражнения с позиции, что интенсивное сокращение мышц способствует вытеснению уплотнений, охлаждение этилхлоридом и фторметаном, в том числе на фоне растяжения, прогревание, инъекции в пальпируемое образование анестетиков из раствора или прокалывание иглой. В книге Myofascial Pain and Dysfunction The Trigger Point Manual «Миофасциальные боли и дисфункция руководства по триггерным точкам», написанной доктором Дэвидом Симмонсом в соавторстве с доктором Джанет Тревел и его женой, физиотерапевтом Луизой Симмонс. Первое издание опубликовано в 1989 году. Кроме всесторонней информации о миофасциальных триггерных точках, приводится подробный обзор сведений, касающихся немиофасциальных триггерных точек, обнаруживаемых в рубцах, фасциях, связках, надкостнице, суставных капсулах, коже, области энтезов, а также теорий о роли триггерных точек в развитии патологии внутренних органов, фибромиалгии, головных болей напряжения, затылочной невралгии, реберно-лопаточного синдрома, энтезопатии, остеохондроза, тендинопатии и прочих. Не думаю, что можно преувеличить значение концепции триггерных точек в мануальной медицине 20 и 21 веков. Она принята и активно разрабатывалась и разрабатывается как врачами-мануальными терапевтами, так и остеопатами и представителями разных направлений альтернативной медицины. В этом контексте невозможно не упомянуть метод структурной интеграции, разработанный Идой Рольф ориентировочно в 1940-х годах. Ида Рольф полагала и всячески подчеркивала, что проводимые ей воздействия направлены на оптимизацию противодействия человеческого тела силе гравитации, то есть восстановлению правильной осанки. Ида Рольф – первый широко известный автор после Эндрю Тейлора Стила, которая рассматривала причины постуральных нарушений, патологические изменения фасции. Несмотря на то, что у нее не было полноценного ни медицинского, ни остеопатического, ни физиотерапевтического образования, она была весьма успешным химиком. Среди ее последователей было и остается немало представителей этих специальностей. В 1971 году ими был учрежден доктор Ида Рольф Институт,
Кроме обучения разработанной ей методики, на его базе проводились и проводится научная работа по исследованию фасции. Усилиями его представителей, прежде всего профессора Томаса Финдли и Роберта Шляйпа, в 2007 году был организован конгресс по изучению фасции, собравший ведущих мировых ученых, изучающих фасцию, и фасциальных терапевтов. С 2007 года каждые 3 года эта площадка служит местом их прямой коммуникации. Практически параллельно с доктором Джанет Тревелл и Идой Рольф разрабатывали свои терапевтические подходы Уильям Сазерланд, Balanced Ligamention Tension, балансировка натяжения связок, Фред Митчелл, Muscle Energy Technique, на базе которой Карл Левит в 70-х годах разработал свой Post-Isometric Relaxation, ПИР. Герман Кабат при участии физиотерапевтов Маргарет Кнот и Дороти Восс, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, ПНФ. Несколько позже остеопат Лоуренс Джонс разработал Strain Contour Strain, метод Джонса. В 1981 году остеопат Роберт Уорд представил прямую технику миофасциального релиза Direct Myofascial Release. Физиотерапевт Джон Барнс в то же десятилетие ее непрямую версию Indirect Myofascial Release. Оба этих автора ранее обучались методу структурной интеграции Иды Рольф. Вышеперечисленные и некоторые другие методики менее известных авторов были разработаны на основании теории спинальных тормозных рефлексов, аутогенного и рецепропного торможения, предложенной нобелевским лауреатом по физиологии и медицине, основоположником нейрофизиологии сэром Чарльзом Скоттом Шерингтоном, изложившим их в своей книге The Integrative Action of the Nervous System 1906 года. Вероятно, наиболее точным термином, характеризующим суть такой терапии, является нейрофасциальный релиз. Также во второй половине 20-го столетия нашей эры, предварительно изучив методы работы остеопатов, хиропрактов, врачей-мануальных терапевтов, сформировали свои методики физиотерапевты из стран, в которых эта профессия сохранила самостоятельность. Фредди Кальтенборг и Олаф Эвьент в Норвегии, Джеффри Майтланд в Австралии и Брайан Маллиган в Новой Зеландии. Итальянский физиотерапевт Луиджи Стека на базе конвергенции западной теории миофасциальных меридианов и восточной концепции энергетических акупунктурных меридианов создал терапевтический подход фасциальной манипуляции. Несмотря на неоднократную кардинальную смену парадигм, все упомянутые выше концепции в том или ином виде продолжали и продолжают свое параллельное сосуществование в рамках альтернативной и конвенциональной медицины. Более того, практически все они получили развитие по нескольким направлениям. И таким образом под одним названием оказалось несколько отличающихся, в том числе кардинально, между собой подходов, практикуемых специалистами с разным уровнем образования и правовым статусом. Замечу тут, что биодинамика и даже краниосакральная терапия имеют к концепции остеопатии Эндрю Тейлора Стила весьма условное отношение. А предлагаемые Вильямом Сазерландом и Ролином Бейкером диагностические критерии и терапевтические воздействия не имеют ничего общего с таковыми в практике Стила. Полистайте его Osteopathy Research and Practice 1910 года, если еще нет. Остеопатия Стила абсолютно механистическая. Подытожу. По сути, существует весьма ограниченное количество мануальных терапевтических воздействий, которые к тому же глобально сводятся все к растяжению тканей и анатомических структур. Из этого следует, что терапевтические модели физического лечения отличаются друг от друга объемом и способами диагностики, теоретическим обоснованием того, каким образом, где, в том числе в каких структурах и в каком объеме и порядке, и с какой силой и интенсивностью, и сколько по времени следует производить растяжение для достижения оптимального терапевтического результата.
Так, в диагностике конвенциональные врачи ориентируются на данные инструментальных и лабораторных исследований, сравнивая полученные данные с среднестатистическими показателями таковых по популяции. Замечу, что возможности последних все еще весьма ограничены и не всегда, далеко не всегда позволяют идентифицировать истинный очаг дискомфорта, то есть тот субстрат, направленное воздействие на который приведет к разрешению проблем пациента. Остеопаты руководствуются данными, полученными ими при пальпации и тестировании объема и качества движений. Физиокинезиотерапевты оценивают характеристики движений. Хиропракты ищут место компрессии спинного мозга и нервных стволов. Массажисты же вообще не заморачиваются диагностикой. А теперь вспомним, о чем мы говорили в первой части моего повествования. Доктор Ципальдос допускал на свои семинары продолжительностью всего 3 дня только докторов остеопатии, не считая 2 дзюдотерапевтов. В ключе вышесказанного сами ответьте на вопрос «почему?». За тысячелетия изысканий практикующие мануальную терапию специалисты открыли и по несколько раз переоткрыли характерные для той или иной патологии, специфической боли и снижения подвижности, определяемые пальпаторно-структурные изменения в тканях и техники их балансировки. За последние 2 столетия ученые значительно продвинулись в определении задействованных структур и механизмах их восстановления после повреждения. Тем не менее, ни одна из широко известных терапевтических концепций не показала себя универсальной для всего спектра, не инфекционной, не онкологической, не безальтернативно требующей хирургического лечения или лечения в условиях палаты интенсивной терапии патологии и не получили исчерпывающего научного объяснения эффективности. Поэтому доктора, практикующие мануальное лечение, до сих пор вынуждены смешивать в своей практике несколько разных методик, теоретические обоснования которых нередко имеют прямые противоречия между собой. Таким образом, формирование единого подхода выбора терапевтического приема и определение характеристик его исполнения в той или иной ситуации считается очевидной необходимостью, которую очевидно закрывает разработанная доктором Ципальдосом модель фасциальных дисторсий. Из материалов, которые я запланировал здесь опубликовать, остается заключительная часть – развитие или деградация. Это вы сами решите, ознакомившись с ней, модели фасциальных дисторсий после ухода из жизни ее автора. Подготовка материала займет некоторое время. Не стесняйтесь или найдите в себе мужество рекомендовать мой доклад своим коллегам. Преодолейте свою стеснительность или найдите в себе мужество и обсудите предложенную мной информацию со своими коллегами не в частной беседе, а все вместе. При встрече со своими инструкторами. Ну, или оставайтесь ФДМ. терапевтами, охотьтесь за фишечками, продолжайте хвастаться своими успехами на публике и страдать от чувства собственной неполноценности, оставшись в одиночестве. Дело ваше. До скорой встречи.